5 июля 2003 года распоряжением президента Азербайджанской республики Гейдара Алиева создан Ширванский национальный парк. Полупустыни особенно красивы весной. Встречая утреннее солнце, едва ли не у самых ворот национального парка кричит редчайшая птица – турач. Турачу вторит звонкий сокол-пустельга. Их крики переплетаются со щебетом зеленых и золотистых щурок, песнями и танцами тугайных соловьев, звоном акрит и кузнечиков. А вот и он, главный герой здешних мест. Единственная наша газель – Джейран. Джейраны водятся на территории Азербайджана с незапамятных времен. Ископаемые останки джейранов были найдены здесь в отложениях, возраст которых около 2 миллионов лет. Джейран на протяжении столетий выручал человека. Он был важным объектом охоты, источником пищи, теплой одежды, изготовленной из его шкур постелью, на которой находили отдых наши предки. Даже освоение пустыни под пастбище и охота чабанов не сказались заметно на джейранах. Только с появлением охотника-браконьера на автомобиле, загоняющего газели днем и ослепляющего светом фар ночью, всюду началось катастрофическое уменьшение численности джейранов. Из 60 тысяч газелей, обитающих на востоке Южного Кавказа в первой половине прошлого столетия, уже к началу 60-х годов 20 века оставалось не более 200 джейранов. Результаты авиаучетов, проведенных тогда в Советском Союзе, показали наличие всего 131 газели в Азербайджане, из которых больше половины, а именно 77, обитали в Ширванской степи. Надо было срочно что-то делать, и в 1961 году здесь был образован Бендаванский заказник, а в 1969 году рядом с заказником был организован Ширванский заповедник. Через 20 лет в Ширванской полупустыне обитало уже около 3000 джейранов. В 2003 году
По распоряжению президента Азербайджанской республики Гейдара Алиева на базе заповедника создан Ширванский национальный парк. В результате площадь охраняемых территорий здесь возросла почти в 5 раз. Задачи национального парка более широки, чем заповедника. Кроме охраны и изучения природы, национальный парк предоставляет всем желающим окунуться в дикий мир природы и стать настоящим экологическим туристом. Но делается это только по определенным маршрутам и на определенной территории, чтобы не навредить природе. Бережное отношение и любовь к Джейрану, образ которого издавна вошел в фольклор и поэзию народа, на первый взгляд Ширван спокоен и однообразен. Сиреневая полупустыня колышется на ветру еле заметными движениями, убаюкивает и умиротворяет. Но это однообразие только кажущееся. Посмотрите, как здесь красиво. Территория национального парка лежит в области умеренно теплых полупустынь и степей. Лето здесь жаркое и сухое, зима не холодная. В заповеднике преобладает несколько типов растительности: и пустынная, и полупустынная, и луговая. А животный мир представляет собой такое разнообразие для этой зоны, которое не встретишь больше нигде. Тысячи видов беспозвоночных животных населяют природные ландшафты Ширванского парка. В отдельные периоды весны и особенно лета в ширванских степях иногда бывает так, что, кажется, некуда ступить. Всюду стройные колонны муравьев, бесконечные шеренги кузнечиков, огромные флотилии бабочек и стрекоз. Оживает вся эта масса беспозвоночных с первыми лучами солнца и только к вечеру утихает. А в сумерках выходит на охоту необычная родственница пауков – фаланга или сальпуга. В переводе с латинского название этого паука означает «убегающий от солнца». Недалеко от озера Фламинго, среди песчаных дюн, происходит удивительное природное таинство – откладка яиц самкой болотной черепахи. В поисках удобного места черепаха проходит сотни метров и даже километры. При этом она постоянно пробует почву передней лапой. Яйца откладываются порциями по 3-4 штуки с небольшими интервалами в 3-5 минут. После этого самка закапывает ямку задними лапами и маскирует место кладки, разглаживая поверхность земли нижней частью черепашьего панциря.
Средиземноморская черепаха – самая редкая. Образ жизни этой черепахи дневной, и заметить ее легко. Черепаха в мифологии олицетворяет воду, луну, мать-землю, время, бессмертие, удачу, поддержку и постоянство. С древнейших времен черепаха, ввиду большого количества откладываемых ею яиц, считалась символом плодородия. Ввиду тихой сдержанности – олицетворением нравственной любви. Ввиду долголетия – синонимом непреклонного жизнелюбия и великой мудрости. Из 8 видов змей наиболее опасной является гюрза. Ее яд уступает по токсичности только яду кобры. При укусе гюрза вводит 50 мг яда, и без своевременного и правильного лечения гибель жертвы неизбежна. Но она обязательно предупреждает врага о предстоящей атаке яростным шипением. По своим свойствам яд гюрзы уникален и превосходит яды практически всех гадюковых змей. Учеными из яда гюрзы был создан препарат, необходимый людям, которые больны врожденной несвертываемостью крови. Во многих местах мира гюрза исчезла или стала редкой. Радует, что в Ширванском национальном парке этой замечательной змее ничего не угрожает. Она здесь обычна. В Ширване зарегистрировано 230 видов птиц. Огромное богатство. Здесь можно встретить журавлей и гусей, фламинго, лебедей, султанок, турачей, дров, стрепетов, степных орлов и многих других редких птиц. В парке нашли приют 34 вида птиц, которым грозит вымирание в масштабах Азербайджана, да и всего мира. Из них 14 занесены в Красную книгу Азербайджана, а 10 – в список Международного союза охраны природы. Вот и один из них – турач. Увидеть турача для натуралиста – удача большая. Птица эта редкая и осторожная. Забравшись на какое-нибудь возвышение, самец кричит громко и резко, словно заявляя всем: «Я здесь хозяин». Кроме заповедных степных участков, живут эти удивительные птицы и на полях, и в окультуренных садах. Обитают они в редких тугайных лесах вдоль реки Куры. Но, в общем, вся территория, которую занимают птицы на гнездовании, совсем невелика. Вот почему так важны национальные парки и заповедники, созданные здесь, на юго-востоке Азербайджана. В том числе, конечно же, и Ширванский национальный парк. Одна из самых ярких птиц этих мест – золотистая щурка, пернатое тропическое чудо. Щурки хорошо приспособлены к полету, у них длинные крылья и хвост. Подобно ласточкам, щурки могут долго держаться в воздухе и планировать.
Клюв их удлинен, тонок и слегка изогнут к низу. Им, как пинцетом, щурки схватывают на лету разнообразных, даже жалящих насекомых. Иногда рядом с золотистой щуркой можно увидеть ее удивительную сестру – щурку зеленую. Голос зеленой щурки, часто издаваемый в полете, нежный и звонкий, слышен на большом расстоянии. Птицы всегда переговариваются между собой, и это отличительный признак колоний. Здесь же, по берегам шерванских каналов, устраивает свои гнезда-норы неповторимый рыболов – зимородок. Целыми часами, неподвижно, как настоящий рыбак, сидит эта удивительная птица на ветке и упорно смотрит в воду. Вдруг, сильно вытянув к низу шею, стрелой бросается вниз и исчезает под водой. А через несколько мгновений с уловом появляется на поверхности. В мире не так уж много птиц, нуждающихся сразу в 3 стихиях – водной, земной и воздушной. Зимородок из таких. Из пернатых хищников в Шерванском парке самыми обычными являются наши старые знакомые – соколы-пустельги, степная и обыкновенная, а также конюки, орел-змея-яд и самая редкая птица этих мест – степной орел. Как и большинство соколов, а пустельга – это сокол, сама гнезд не строит, а предпочитает занимать старые постройки других птиц или искусственные домики. Латинское имя пустельги – звонкий сокол, красиво подчеркивает ее колокольчиковый голос. И для шерванских степей этот голос один из самых обычных. Самочка джейрана готовится в самом скором времени стать мамой. И черный гриф. Появление этих редких и крупных птиц, причем птиц горных, в степном районе свидетельствует только об одном. Скоро в шерванской степи наступит удивительный и неповторимый момент – рождение джейранят. Молодые джейранята появляются в апреле-мае.
Перед родами самки отделяются от группы и выбирают ровный участок, обычно среди негустых кустарников, укрытый от холодных ветров. Приносят 2, реже 1, очень редко 3 джейронят. Новорожденные первые 2 недели большую часть времени лежат на земле, затаившись. Самки далеко не отходят от детенышей, разве что уходят покормиться на расстоянии нескольких сотен метров от лежбища. За матерью малыши начинают ходить примерно через 2 недели или немного позже. В это время они могут уже щипать траву. Примерно в 2-месячном возрасте джейронята переходят на подножный корм, отделяются от матерей и начинают жить самостоятельно. Джейран очень подвижен. В поисках корма он может легко и быстро преодолевать большие расстояния, идя со скоростью до 75 км в час. Ярко-белое зеркало на задней части тела и торчащий вверх темный хвост – сигнал, по которому ориентируются бегущие за ним животные. А вот и один из джейраньих врагов – шакал. Но главный враг джейрана – волк. Особенно много животных погибает от этих серых хищников в многоснежные зимы. Не всех обитателей парка легко увидеть. Именно поэтому для наблюдения за самыми редкими и осторожными животными специалисты применяют автоматические фото- и видеокамеры. В Ширванском национальном парке такие камеры часто устанавливает сам директор Сеймур Каримов. Итак, камера включена. У большинства хищных зверей здесь активность сумеречно-ночная. Исключение – шакал. Его камера фиксировала круглосуточно. И практически всегда шакалы отмечались парами. Это неудивительно. Пары у шакалов образуются на всю жизнь, и самец всегда принимает деятельное участие в устройстве норы и воспитании выводка. Вечерними сумерками на поиски еды выходят кабаны. В весенне-летний период кабаны кормятся от заката до рассвета. В Ширванском заповеднике это немногочисленный зверь. Он не живет в открытой полупустыне. Ему нужны заросли тростника по берегам озер и каналов или кустарники.
Только в сумерках здесь можно встретить редчайшего дикобраза и милых, бесконечно подвижных зверьков – тушканчиков. По образу жизни тушканчики являются одиночками. Друг с другом идут на контакт лишь в период размножения. Причем тушканчики активны только в ночное время. Зверьки выходят из убежищ на поверхность примерно через полчаса после заката солнца. За ночное время суток эти животные проходят расстояние около 4 километров. День используется тушканчиками как возможность хорошо выспаться перед очередным наступлением ночи. Наступил новый день, а с ним появился камышовый кот, или хаус, или камышовая кошка, или болотная рысь. Камышовый кот прекрасно приспособлен к существованию в густых зарослях тростника и колючих кустарников по низменным берегам рек, озер и морей. И его утренний маршрут лежит вдоль берегов озера Фламинго. Создавался Ширванский заповедник как территория, на которой будет восстанавливаться численность джейранов. Но нынче в Ширване заботятся не только об этих удивительных газелях. Национальный парк служит местом охраны всего богатства ландшафтов, среди которых особо выделяются водно-болотные экосистемы озер Чала-Гёль и Шор-Гёль. Основными обитателями озер, 2/3 территории которых состоят из тростников и камышей, являются султанки, лысухи, выпи, поганки, усатые синицы, ремезы, разнообразные утки и кулики. Именно здесь живет удивительная птица, которая еду берет лапой, а потом подносит ее к клюву, прямо как мы, люди. Зовут ее султанка или султанская курица, или немного нежнее султанская курочка. На самом деле птицы эти вовсе не куры, их ближайшими родственниками являются журавли и лысухи. У султанок удивительные повадки. Кроме того, что они подносят корм к клюву лапой, они ходят, кивая головой при каждом шаге. За все эти повадки местные жители прозвали султанскую курочку клоуном. На прибрежных ивах устраивают свои искусные гнезда-рукавички синицы-ремезы. А в самой глубине тростниковых зарослей можно увидеть необычных и разнообразных цапель. У осторожных белых цапель на спине есть чрезвычайно красивые нежные перья, которые получили особое название – эгретки. Рыбачат белые цапли на мелководных участках, ловят свою добычу, терпеливо выстаивая у воды и поджидая момент, когда можно молниеносным движением головы и клюва поймать рыбку. Благодаря покровительственной желтоватой окраске и пристрастию к обитанию среди густой растительности, желтую цаплю нелегко заметить.
Своей необычной окраской искусно пользуются самцы, пытаясь привлечь внимание самочек. Получается необычайное зрелище – танцы желтых цапель. Рядом с ними обитают медлительные цапли – кваквы. Они подолгу, иногда часами могут сидеть на одном месте, всматриваясь, нет ли какой опасности. Особый колорит водоемам Ширванского национального парка придают солидные с необычайными изогнутыми к низу клювами каравайки и чрезвычайно редкие грациозные колпицы. Рядом с колпицами и каравайками встречаются деловитые рыболовы – малые бакланы. После организованной рыбалки они, удобно усевшись на ветвях кустарников или в тростнике, обязательно просушивают намокшие перья. И это только те птицы, которые встречаются здесь в гнездовой период – весной и летом. Зимой численность птиц возрастает здесь в сотни и тысячи раз. Одно из самых привлекательных и таинственных мест здешних охраняемых территорий – это горы Бандаван, покрытые грязевыми вулканами. Грязевые вулканы есть в 26 странах мира. При этом почти половина из них находится на суше восточного Азербайджана. Здесь встречаются все виды грязевых вулканов – активные, потухшие, погребенные, подводные, островные. Каждый пятый обильно выделяет нефть. Грязь такого вулкана содержит многие ценные микроэлементы – бор, марганец, литий, ванадий, медь, а вулканические воды богаты бором, бромом, йодом. Удивительная картина. Ровесница динозавров, средиземноморская черепаха, плавает среди булькающей грязи. Случайно ли она принимает эти необычные, насыщенные микроэлементами ванны? Или она целенаправленно приползает сюда? На вылизанной водой грязевой поверхности великолепно пропечатываются многочисленные следы джейранов. Уж этих осторожных быстроногих газелей грязевые вулканы могут привлечь только уникальным набором солей и микроэлементов. Собственно говоря, пребывая здесь, достаточно на несколько минут замереть, затаиться и внимательно посмотреть по сторонам. И вы обязательно увидите самых разнообразных посетителей этих необычных мест. Это и крикливый кулик-пигалица, и вальяжный кабан, и любопытная сизоворонка, и утоляющая жажду зеленушка. Известно, что Каспийское море – крупнейший в мире замкнутый бессточный водоем. А еще известно, что на протяжении всей своей истории Каспийское море отличалось непостоянством уровня. Смена подъемов и падений вод Каспия приводила к тому, что следы, оставленные на его берегах на протяжении тысячелетий различными культурами, попеременно оказывались то на морском дне, то на суше. И сегодня часть следов прошлого все еще находится под толщей Каспийской воды. Одна из таких зон – устье реки Куры. Здесь, как на суше, так и под водой, были найдены свидетельства крупного керамического производства и других ремесел, в том числе гончарные печи и их фрагменты.
Собрано большое количество посуды IX-XIII веков. Керамика украшена необычно ярким орнаментом, цветами, изображениями животных. Обнаруженная керамика свидетельствует о высоком уровне городской культуры средневекового Азербайджана. Все это – остатки города Мугань. Города, который многие столетия хранит свои тайны под водами Каспийского моря. Какое же это удивительное место! Древняя гора Бандаван с ее непостижимыми подводными мирами, не менее загадочными грязевыми вулканами и таинственными черепахами. Может быть, именно поэтому самые красивые и самые мудрые обитатели шерванских лугов и полупустынь, достойно пройдя весь отведенный им жизненный путь, приходят сюда в последний раз, чтобы уснуть навечно. Путь от побережья Каспийского моря, от Бандаванских гор, где расположились грязевые вулканы, до въезда в национальный парк занимает несколько часов. Но сколько интересного можно увидеть за эти часы. Средние кроншнепы, удивительные кулики, которые совершают свой обычный перелет из Африки к местам гнездования. Длинноногие ходулочники семенят, выискивая корм. А еще здесь останавливаются, отдыхают и снова летят теркушки, веретенники, пигалицы, чернозобики, ржанки. Изящная горлица отдыхает на веточках. В спокойном полете выискивает зазевавшуюся добычу болотный лунь. Как важно, что для всех перелетных птиц есть такое заповедное место для отдыха и кормежки. А еще очень важно, чтобы на нашей планете была целая система таких территорий, чтобы, преодолев сложный путь длиною в сутки, птицы могли бы найти себе спокойный приют для отдыха. Где еще сотни пернатых изумрудов-щурок пронзают синеву заповедных небес? Где еще редчайший джейран пасется рядом с поющим турачом? Только в Ширване. Ведь для всех этих животных и растений нужна сохраненная заповедная полупустыня. Она очень уязвима. Чтобы убить природу Земли, ее достаточно распахать. Это несложно. Так делали десятилетиями, столетиями. К сожалению, распахивали без оглядки на прошлое и без мудрого взгляда в будущее.